Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Эспиратьоне. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. Вот давайте с вами узнаем. Вторая половина года принесет в нашу жизнь энергии новых желаний и совершенно новых горизонтов. И этот период может стать временем такого переосмысления отношений и решений личной жизни и одновременно бытовых вопросов. Но самое главное, осенью у нас, представляете, осенью 6 ретроградных планет. Причем такие важные игроки на небосклоне астрологии, как Плутон, Сатурн, Нептун и Уран, планеты перемен. Но и те две планеты, которые оказывают влияние на нашу жизнь повседневную, Венера и Меркурий, мои дорогие, тоже окажутся в ретро-движении. И поэтому часть вопросов, которые будут, может быть, для вас наиболее актуальными во вторую половину года, это и будет решение того, чего вы не смогли решить прежде. Неизбежно ретро – это всегда какой-то прежний сюжет. Стало быть, придется нам наводить порядок. Может быть, для этого необходимо будет оглянуться назад или где-то замедлиться, чтобы окончательно убедиться в правильности выбора или какого-то нового смысла. Ну, спешка явно тут нам не помогает, мои дорогие. И если мы говорим о ретро-Венере, то этот период будет с 3 октября по 14 ноября. И приблизительно в этот же срок у нас совпадает ретро-Меркурий. Чуть позже начинается транзит ретро с 24 октября, но практически до 13 ноября. Вот именно путаницу часто нам создает в жизни ретро-Меркурий. И в этой классической путанице или в этом идеальном шторме, то есть, а ведь эта пара ретро-Венере может быть связана с возвращением бывших или бывших сюжетов. Вот порядок мы и будем наводить. Итак, давайте будем смотреть, как прелюдия перемен, что нам скажут карты пасьянса. Не только скажут, но еще и покажут, что для вас. Какие подсказочки нам приготовили карты. Пока не вижу совпадений, давайте дальше. У нас сегодня 3 колоды. Потом мы посмотрим 2 колоды Чиру Маркетти, Ленорман. И дополним колодой Таро. С чем же тут будут связаны перемены? Какой сюжет жизненный требует как будто вот этого пересмотра? С чем это связано? Или как события, чаще всего события показывают карты пасьянса. И вот какие события? Вот смотрите, в центре буквально, да, нашего расклада лебедь. Лебедь – искренность, верность, любовь, мои дорогие. Это та искренность, которая не требует многословия. Это то, что мы чувствуем. Это то, что чувствует партнер по отношению к нам. Верность, мы говорим, и стало быть, вопросы именно надежных отношений будут буквально в центре вашего внимания. И пусть это мы смотрим на личную жизнь, но бывает и по-другому, да, личная жизнь не только про любовь, иногда это именно наша личность и то, что важно для нас. Разделяет ли партнер то, что для нас важно, и пусть это задачи завтрашнего дня, а что-то это задачи дня сегодняшнего или то, что приходит из прошлого, да, ну, насколько человек готов нас сопровождать, не просто участвовать в короткий момент, а именно быть с нами рядом, как и в радости, так и в не самых веселых ситуациях. Вот все то, что я сказала, подтверждает, смотрите, ключи. Ключи будут в ваших руках. Значит, скорее всего, у кого ключи, если мы о картах Таро, это у Иерофанта, да? А Иерофант – это у нас структура. Или иногда это документы, иногда это судьбоносное решение наше собственное. Вот поэтому по части личной жизни до конца года, скорее всего, какое-то вы решение будете принимать. Но дороги как открываются перед вами. Кстати, я не исключаю. У кого-то из вас, ух ты, смотрите, у кого-то может проиграться действительно открытый путь, потому что, когда выпадает ключ, это как возможность. Более того, волшебно, смотрите, мои дорогие, тут у вас, пусть начинается, да, вот как-то непонятно, ничего у нас вроде с вами не сходится, значит, я делаю расклад в августе, и вполне вероятно, может быть, сентябрь, да, еще где-то вот с такими перемежающимися энергиями
Но к концу года явно что-то набирает обороты, вот так и хочется сказать. Или разрешаются некоторые темы. Вполне вероятно, что под самый финал года. И у нас ретро-Сатурн до 11 декабря, поэтому я вполне могу такое предположить. У кого-то именно последний месяц года может стать каким-то решающим. И у вас, посмотрите, как и ключи в ваших руках. Более того, это как пространство отзывается, мне так и хочется сказать, потому что это молниеносное известие. Это именно что-то приходит в нашу жизнь. Это не мы инициируем. Может быть, ситуации таковы, когда именно для нас это неожиданно, а нам это придется решать. Почему придется? Тут нельзя упустить, мои дорогие, я бы сказала так, дважды. Колчан со стрелами в нашем пасьянсе означает полное исполнение желаний. Ну, конечно, будем реалистами, поскольку насколько полное, тут я уже не берусь судить, но ведь если мы говорим до конца года, да, и пусть поначалу что-то ни шатка, ни валка, да, и непонятно, к чему приступить или что тут вообще можно, в какой узор сложить в принципе, да, а, видимо, проясняться до конца года будут многие события, но центральное значение именно лебедь. Вопросы личной жизни, вопрос чувств или вопрос дома, место проживания. Но вот как будто дороги открывают и ведут вас или к какому-то предложению, или вот эта молния у кого-то проиграется как неожиданная оказия, возможность для себя что-то решить или даже определиться, но к полному исполнению желаний, поэтому есть повод быть оптимистом, мои дорогие. И пока я тут с вами говорила, еще раз посмотрела, что мы можем соединить в крайних рядах. И это у нас означает какие-то согласования. Открытая книга. Очень символично, что открытая книга и ключ, да, как ключ к знаниям. Поэтому у кого-то это будет совпадать, офисы, учреждения, какие-то инстанции, это как казенный дом. Кто-то документы будет готовить, да, ну, может быть, кстати, у кого-то на визу, например, да, ну, то есть для того, чтобы иметь возможность перемещаться. И тоже есть такой вариант быстро решить. А может быть, это у кого-то связано, опять же, лебедь с самим домом, или то, что вы, ну, как для себя, для своей семьи, может быть, с родственниками, хотя для кого-то это может еще и обозначать просто обучение. Может быть, вы на дому учитесь, да, может быть, вы офлайн куда-то перемещаетесь, но это будет тогда именно для вашей личности важно. То есть я не могу сказать, что можем сбросить со счетов подготовку каких-то документов или получение важных бумаг. А может быть, это те бумаги, которые вы долго ждали. Все-таки ретроградность очень часто совпадает, что у нас происходят задержки. Тогда в конечном итоге тот план, который вы задумали, вам удастся. Давайте пойдем с вами дальше. И первый наш вопрос. Что, ну или кто появится неожиданно? Неважно, что это. Хотя могут карты подсказать. Человек, ситуация, а может быть и какая-то проблема. Что или кто появляется неожиданно до конца года? И, соответственно, а что прояснится? Третья карта. Что спешит в вашу жизнь? Ну или кто? С чем связано? И теперь мы рассмотрим три позиции в зависимости от того, все-таки личная жизнь, вместе вы или сольный вариант. И первый вариант для тех, кто в паре, у кого относительно все понятно, все хорошо, но бывают какие-то шероховатости, не бывает без сюрпризов в нашей жизни, к сожалению, пусть они будут самые приятные. Вторая позиция для тех, кто один или одна. Состоится ли новое знакомство до конца года? И для тех, кто в сложных отношениях, где больше вопросов, чем ответов, каковы энергии, тоже давайте узнаем. Но начнем именно с неожиданности. Что же там или кто же там появится неожиданно? Вообще, одна из лучших карт, которую я очень люблю, рыба, это всегда, во-первых, деньги, решение финансовых вопросов, как богатый улов, да? Рыба это у нас, опять же, скажу, не случайно у вас здесь ключ, пусть это не для всех, но для многих из вас будет актуальна тема дорог, перемещений, путешествий, поездок, командировок. И тут по разным причинам кто-то собирается место жительства менять, а кто-то по работе вынужден много перемещаться, а кто-то просто, ну,
скажет, я буду путешествовать. И пусть недалеко, да, но где-то по выходным, когда вы свободны, ну, добавите себе активности и будете посещать какие-то новые места. И это принесет, несомненно, новые эмоции. Иногда, и эмоции это тоже очень важно. Мы тогда такими уверенными оптимистами становимся, когда эти эмоции нас вдохновляют. Но еще карта может говорить о том, что будут благополучно решены даже сложные финансовые вопросы. Вообще это достаток, мои дорогие. И это еще и карта будет говорить, что перед тобой те пути, дорожки, которые были закрыты, они перед тобой открываются. Мы с вами об этом говорили. Давайте посмотрим на картах Таро. Кто или что появится неожиданно? Кто или что неожиданно появляется в вашей жизни до конца года? С чем, по крайней мере, это связано будет? Ну или с кем? Это будет связано на вопросы именно с детьми, может быть и взрослыми детьми, а может быть и вовсе нет. Потому что пажи это у нас вестники. Паж жезлов, правда, у кого-то вы получите известие, которое касается либо вашей работы, но паж элемент новизны, когда у вас есть, может быть, новые возможности именно по работе или по документам, да, или когда вы на предмет перемещения действительно можете для себя как новую страницу, словно прежнее что-то мы завершили, и вот теперь нам предстоит новую историю, словно написать с чистого листа. Но это всегда какая-то возможность, дважды, мои дорогие, потому что туз пентаклей – это именно шанс. Причем карта говорит, это пока только зернышко, поэтому будьте внимательны, мои дорогие. Здесь может быть такой вибрирующий момент, как получение бумаги, сведения, предложения, или такое предложение, которое звучит на словах, оно не дает, вот, потому что паж, да, мы всегда говорим незрелость. Поэтому тут ведь может быть что-то такое вам предложили, а вы подумали и сказали, да, это какая-то ерунда. А для вас это будет шанс. Поэтому с вердиктами надо быть, наверное, аккуратным. Нам говорят, что это нам придется, словно это зернышко посадить в землю, а потом из него получить, к примеру, денежное дерево или какое-то продолжение определенного сюжета, который будет для вас означать решение финансовых вопросов. У вас тут есть возможность завершить то, что вам было прежде тяжело, то, что вы не могли сделать. У вас здесь будет новая возможность, вот именно какая-то возможность с элементом новизны. В каком смысле? Вам придется поступать по-другому. Вам придется, снова повторяюсь, правда не упустить, потому что вы так прежде не делали. Вы так не действовали, с конкретным человеком не договаривались, или подобных разговоров вообще не было. Может быть, то, что будет предложено, вы будете ощущать как, правда, элемент нестабильности. Вот почему так говорю? Десятка жезлов – это какая-то прежняя история, нам говорят, да ты уже устал. Это наш опыт, причем который нас нагнул уже буквально так. Пришло время его как будто сбросить с собственных плеч. Но то, что нам взамен приходит, или тот вариант, который имеется, просчитать невозможно. Поэтому первый шаг, он всегда такой очень осторожный, он где-то робкий, но на предмет шанса тут может быть не один, а два шанса. Кстати, это касаться может конкретно документов и денег, а для кого-то это и будет, я допускаю, предложение на словах, но его точно стоит рассмотреть. Тут самое главное не подзастрять в том, ну вот как мы видели это прежде. Ну и вся ретроградность будет говорить как раз о том, что тебе нужно себя перестроить на новый лад. Если ты подзастрянешь в прошлом, то ты упускаешь какую-то возможность. А возможности у вас будут, как я говорила, минимум две. И все то, что я сказала, еще одна карта подтверждает, потому что очень часто по двойке пентаклей это быть легким на подъем. Раз. И держать в центре внимания именно финансовые вопросы. Жонглирует пентаклями человек. Стало быть, по карте нам вообще говорят, не время тратить деньги. И, может быть, вторая половина года вы будете больше кумулировать, или вы больше будете озадачены той темой, чтобы именно собрать какую-то сумму. Но по этой карте нам действительно что-то предлагают, и наша задача вот легким на подъем быть, потому что нельзя сказать «нет». Как минимум нужно рассмотреть. Вам сразу дают подсказки. Не упустить. Стало быть, это опять же что-то такое, да, которое направлено в отношении вас. И мудрое решение. Слушайте, кстати, свою интуицию.
У кого-то это может быть связано с чувствами одновременно и с деньгами, а у кого-то и документами. Император. Вообще император – это организация. И она может быть как сама по себе, да, организация, мы говорили с вами, казенный дом. Ну, то есть это какие-то инстанции, учреждения, офисы. Но это еще и карта, когда мы должны собственную жизнь организовать как-то по-другому. Хотя я не исключаю. Вот такое вибрирующее предложение, когда просчитают нас наверняка что-то невозможно, а для тебя как будто это будет очень хороший стимул, может быть, возможность, когда ты вот этот груз, вот эту ношу сбросишь раз и навсегда. И это будет связано, возможно, с конкретным человеком. Или предложением от конкретного человека. Но точно так же не исключаю получение какой-то бумаги. Может быть, вам придется рассмотреть и быть гибче, потому что, опять же, аркан рыбы где-то к этому нас уже тоже готовит, потому что то, что вам могут предложить, оно поначалу может казаться невзрачным, мои дорогие, но суметь пройти по той узенькой тропинке, которой вы не ходили, не отмахнуться, не отложить что-то на потом. Тут будет обязательно его величество случай, который появится неожиданно, но он будет выглядеть вот именно, может быть, по-дурацки, вот, кстати, я этого тоже не исключаю, или выглядит как что-то ненадежное, но, по крайней мере, может быть, установить себе границы, чтобы где-то не попасть в просак, не без этого, да, давайте будем реалистами, но хотя бы себе сказать, а дай-ка я попробую. Вот это определенно стоит. Что прояснится? А ведь и правда какие-то бумаги, согласования, конкретно письмо. Кто-то из вас может получить известие, причем такое известие, вот как эта молния, которая врывается в вашу жизнь. Значит, еще одна карта нам подтверждает, без неожиданных известий вам не обойтись. Или получение каких-то документов, может быть и по почте. Или это разговор, кто-то вам позвонил по телефону, да, написал в мессенджерах. То есть что это такое? Это именно тот пункт, как новая точка отсчета. Она у вас железно будет. Но как с этим совсем взаимодействовать? И что это будет из себя представлять? Но если мы спросили, что прояснится, здесь могут проясниться некоторые вопросы, которые, я не исключаю, касаются и работы, опять же, потому что документ, больше официальная бумага, присутствует такая сургучная печать. И 27, если мы служим, мы получаем 9. Поэтому, мои дорогие, 9 это у нас по нумерологии перемены. Поэтому тут будут перемены, вы их не отмените. И с получением известия или с получением документа бумаги у вас проясняются некоторые задачи. Какие это энергии, с чем связано? Прояснение. Давайте достанем пару карт, чтобы понимать. А ведь и правда, вопросы закона, вопросы оформления документов, может быть, контрактов, у кого-то брачные контракты, все же личную жизнь смотрим, у кого-то это контракты по работе, у кого-то это будет связано с прояснением в отношениях, мои дорогие, что это еще? У вас будет проясняться какая-то прежняя история по 5 кубков, это всегда, как я говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. И 5 кубков дополнена у нас королева мечей, а это прообраз Юдифи, где-то предполагает королева мечей, что есть определенные пункты, от которых вы откажетесь. Будьте к этому готовы. Значит, проясняется действо, проясняется какое-то событие. Или та бумага, которую вы получите, она все расставляет по местам. Или от человека поступит какое-то предложение, ну, может быть, как сведения какие-то, да, когда тоже какое-то запутанное дело у вас, да, это точно, вот от этого вы не уйдете. Знаете, тут не будет вот то, что у вас было когда-то, оно не будет продолжено в тех же энергиях. 2 мечевые карты, это всегда интеллект. Так вот этот сюжет, когда как разбитая чашка, теперь вы словно окончательно отрежете вот эти эмоции, но для этого вам нужно будет действовать как-то по-другому. Может быть, так сложатся обстоятельства, что вас сама жизнь через ситуацию переключает на другие вопросы. Так тоже бывает, да? Мы ходим, обдумываем что-то, пытаемся решать некоторые темы,
И вдруг в нашей жизни происходят такие события, которые вообще фокус внимания смещают в каком-то другом направлении. И мы забываем о том, что нас, может быть, беспокоило еще день, два, три тому назад. Потом проходит время, мы заново это вспоминаем и окончательно понимаем, что то, о чем мы долгое время думали, может быть, там анализировали что-то, или устроили себе сеанс самокопания, это вообще к делу не относится. Просто мы слишком долго были в каких-то таких минусовых эмоциях. И тогда все, что происходит, вас как высшие силы пытаются увести от разочарований. Где-то и вас переключаю на такие более холодные, рациональные смыслы, потому что перед вами все вопросы, все то, что происходит. А для нас до конца года важно все буквально. Нет, в принципе, мелочей. И пусть это связано с людьми, у кого-то с событиями во внешней среде, во внешнем мире, ну, так это судьба складывает тот сюжет, который говорит, что да, это точка невозврата какая-то есть, что прояснится. Но это еще и одновременно новая точка отсчета. Я иногда говорю по пажу мечей. Вот смотрите, у нас такой герой молодой, да, и, кстати, эта карта говорит о том, что, ну, мы в хорошей физической форме находимся. И нам показывает паж как новое направление, словно в сторону направлен его меч. Меч обоюдоострый, и сидят на лезвии два голубя. Голубь – это всегда благополучие. Для благополучия, как будто нам нужно свернуть в другую сторону. А другая сторона, тройка жезлов, нам как раз и показывает тройка жезлов, карта будущего. Вот этот корабль, как символ исполнения желаний и символ Меркурия и перемен, мои дорогие, он уже на горизонте. Но да, мы сами должны еще сделать оставшиеся шаги. Тут ведь нам человек тоже показан, он останавливается, он сам останавливается, потому что он определяется, что из прошлого я смогу взять с собой в будущее. Вот у вас такие вопросы какие-то важные будут проясняться. И я могу сказать, что у кого-то это будет важная бумага или какой-то важный документ, вопросы работы и связанные с юриспруденцией. Вот здесь железно. Бумаги, какие-то отчеты, да, ну давайте подойдем уже более так жизненно к тому, что нам хотят передать карты. Или то, что мы, ну, даже оформляем, как, может быть, какое-то медиаторство, если необходимо. Может быть, у кого-то вопросы решаются в суде. Я такое тоже не исключаю. Значит, будут энергии, которые вам дают, опять же, где-то фору вперед, поставить точку, чтобы, ну, сама по себе как мыслеформа какая-то закончилась. Потому что что-то уже перестает, завершает свое существование в вашей жизни и требуется совершенно новой энергии. Но довести как что-то до ума, вот это и есть значение того, что вы можете как и сами прояснить, так и буквально закрыть какой-то гештальт, чтобы он больше вас не тревожил. И я вижу именно так. Ну, а что же там стоит у порога вашей судьбы, вашей жизни? Что спешит в вашу жизнь? Мои дорогие мужчины, какая-то очень важная женщина в вашей жизни может быть. И здесь соответствует тузу пик. Вы можете получить либо от нее какое-то известие, если вы не вместе. Я не исключаю, что женщина важная для вас может сама получить, кстати, какую-то бумагу и каким-то образом. Так ведь тоже в нашей жизни, особенно до конца года, и могут быть такие сюжеты. Не вы это инициировали, но ваш любимый человек каким-то образом оказался участником в том или ином вопросе, в том или ином деле. Вы можете помогать, или, по крайней мере, вы всерьез задумаетесь, а что для вас значит взаимоотношения. И если мы говорим, что спешит вашу жизнь, для вас, мои дорогие девочки, у нас девушка с розой показана, да? Роза – это любовь. Она не торопится, эта девушка, она раздумывает, но она довольна. Вот поэтому давайте достанем еще дополнительные карты. Так вот, если нам четко говорят, отношения спешат в вашу жизнь, какой-то вопрос, причем, может быть, это новый человек, мы еще пока не знаем, но я могу предположить, что все-таки, скорее всего, по всем планетарным транзитам, это тот, кого вы уже знаете, да, вы знаете. Тут будут решаться вопросы семьи, дома, пары, любви, денег,
безусловно. Емкая карта десятка кубков, а для кого-то место пребывания, проживания. Ну, наверное, не найти еще одну такую карту в колоде Таро, которая соединяет все то, что касается нашего благополучия. Но, помните, я говорила по пажу мечей. На лезвии меча сидят два голубя. И это прообраз благополучия. Нам как будто нужно для этого свернуть, переиграть, что-то видоизменить. И это имеет очень важные смыслы. Причем не только чувственные, эмоциональные и приятные, но и материальные тоже. Вопросы дома, да, вопросы семьи. То есть, ну, все-таки эта карта больше говорит именно о практике, о том, что мы можем иметь. И вот такая емкая карта – это как будущее, которое уже стоит, может быть, и ждет своего часа, да, когда вы закроете некоторые гештальты или примете какое-то ваше важное решение, чтобы добрые энергии вошли в вашу жизнь. Ладно, давайте будем смотреть для тех, кто в паре, у кого все относительно хорошо, какие энергии идут в вашу пару, в вашу жизнь. Ну, у вас свое отношение с Луной, да, карта Луна, это карта дома очень часто, восьмерка, причем червей, это приятные эмоции. Для кого-то из вас это может означать, иногда такое тоже бывает, что вы будете продумывать какой-то проект, который связан с далеким будущим. Я такое тоже не исключаю. По этой карте у вас может быть такая ситуация для кого-то из вас, даже если вы в паре, когда вы можете куда-то отправиться, мои дорогие, изменить ваши планы собственные. Для кого-то в паре вы не собирались куда-то ехать, переезжать, перемещаться. Я не исключаю, что может быть такая ситуация, когда вы начнете рассматривать новое место жительства. Вы можете заранее об этом не думать. И вы можете даже, ну, как плана вообще такого не было. Все-таки очень часто по этой карте появляется как раз та возможность, которая поначалу как сквозь сумерок выплывает, да, или когда что-то находилось в тени, а вот теперь оно постепенно приобретает смыслы. И все-таки карта говорит о том, что, ну, сумерки, они продолжаются. Здесь быстро мы что-то не решим, не проясним. Где-то нам придется быть вот в таких вибрирующих энергиях. Конечно, карта интуиции, она нам дает совет: слушай интуицию, но для кого-то из вас это будет окончательное решение. Кстати, вы можете играть первую скрипку в вашей паре. Аркан-отшельник – это мудрец. Опять же, про интуицию. И если мы говорим, наш отшельник всегда карта, когда идет отшельник с фонарем. А по преданию фонарь – это и есть интуиция, мои дорогие. И он включается ровно тогда, когда нужно. Вот и на нашей карте внезапно включился фонарь, и видит отшельник змею. Есть те вопросы, когда вы, может быть, призваны, благодаря вашей интуиции, защитить себя, свой дом, своих любимых. Может быть, знаете, как, увы, в нашей жизни такое бывает. Внешне выглядит одним образом, а наша чуйка нам уже дает подсказки. Нет, тут вот ты будь осторожен, слушайте себя, правда. Вам будут даны, а тут все то, что касается Нептуна, мои дорогие. И вот эти энергии, когда интуиция нас наполняет, не просто как путаницу нам создает, а та прелюдия, когда мы понимаем, что, хоть и объяснить я сейчас не могу, но есть та дорожка, которой нужно пройти. А для кого-то будет именно связано с тем, что вы своих близких будете на что-то уговаривать или долго что-то объяснять. Но вам-то лично никто не мешает. Я люблю эту карту, потому что именно нет помех, мои дорогие. И если мы спрашивали про пару, нет помех. У кого-то будут вопросы. Вообще очень добрые карты. По пажу Пентаклей тема денег, тема детей может проходить. Но все равно, так или иначе, даже как в нашей жизни. Карта праздника после победы говорит о том, что, ну, правда, то, что было запутано, скрыто, непонятно, все будет прояснено. А если тоже такое бывает, да, с учетом всех арканов, у кого-то может состояться примирение. Но может быть по какому-то пустяковому вопросу. Так тоже в нашей жизни бывает. Нашла коса на камень и не договорились. Хотя, в принципе, люди проживают, и союз это надежный, мои дорогие. Здесь, правда, все только за. Не случайно выпадает десятка кубков, поэтому тут взаимопонимание,
согласие, любовь, ну и материальные вопросы тоже, потому что все-таки 4 жезла – это как вопросы дома. Все во благо, и высшие силы вам помогают решить. Хотя я не исключаю, может быть, и есть то, что вот так вот завуалировано. Будьте просто к этому готовы. Для тех, кто один или одна, состоится ли новое знакомство? Да, может состояться. Причем интересно, выпадает белый медведь. Именно белого медведя изобразил Чиро Маркетти. Это вроде как самый сильный медведь. Здесь я не исключаю, что у вас в принципе сильные позиции. И решая, к примеру, какие-то вопросы, десятка треф, тем не менее, может свидетельствовать о том, что это вам есть интерес ваш какой-то, может быть, рабочий, деловой, документальный, ну, не про чувства, безусловно, эта карта, а четко интерес. И вы можете решать свои вопросы, и если состоится новое знакомство, это может быть человек влиятельный, с учетом карты медведь. Или тот человек, который, может быть, и строит карьеру, мои дорогие. Здесь может быть такой человек по 7 жезлов, к которому обращаются многие люди. Он вас может заинтересовать. Здесь может именно деловое какое-то знакомство состояться. Но, тем не менее, мы смотрим на личную жизнь. И выпадает рыцарь Пентаклей. Само по себе знакомство может быть. Но это самый медленный рыцарь. Нам тогда говорят, не беги впереди паровоза, дай отношениям развиваться, ну, как-то самостоятельно. Но и не пытайся, может быть, где-то ускорить, да, или прояснить. Иногда мы хотим все так это по местам расставить, чтобы было нам понятно. А здесь может быть даже знакомство с таким человеком, который находится в своих энергиях, который работает сам на себя. Тот человек, который решает сам свои вопросы. Кстати, я не исключаю, если вы занимаетесь, у вас именно либо бизнес, либо какое-то ваше творчество, да, работаете вы сами на себя, вы подобного человека тоже можете встретить. И где-то будут те периоды, когда не совсем про чувства, не совсем про любовь. Каждый будет занят своими делами. Но, безусловно, этот союз имеет возможность на развитие. Здесь может совпадать, я не исключаю и этого, мои дорогие, что такие могут быть знакомства, если у вас все хорошо, например, да? Ну, вот тут вот будьте честны сами с собой, насколько вы ресурсный человек. Здесь может быть обратная ситуация, я должна это тоже прояснить, что для тех, кто один или одна, вас могут видеть, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, это вас видят, ну, где-то как раз тот мешок денег, может быть, грубо звучит, но зато понятно. Ну, да, что скажешь, когда мы сталкиваемся с человеком ресурсным, он может, а мы не можем. Нас всегда это привлекает. Вот подобная ситуация может быть и в вашей жизни. Поэтому для людей, ну так, более состоятельных и необремененных, будьте внимательны к тем новым людям. Их даже может быть очень много, но они вас оценивают с позиции денег изначально. Почему-то говорю, потому что выпадает, ну, такое расположение карт. И 7 мечей, жезлов, это всегда от нас что-то нужно. Давайте достанем совет на новое знакомство. Не торопись. Просто не торопись. И самое главное, ведь иногда эта карта о чем? О том, что мы можем попасть в какую-то зависимую ситуацию. А с учетом 7 жезлов попасть проще простого. Почему? Потому что из добрых побуждений, благородных побуждений мы можем подписать какое-то обязательство, например, да? Подписать какой-то документ, мы хотим помочь, вы чувствуете себя, ну так, на уровне именно хорошего ресурса. А тогда аркан повешенный будет говорить, а завтра для тебя это будет ловушка. Вот правда, для людей более таких ресурсных нужно быть вообще аккуратным к новым знакомым. Хотя здесь, смотрите, ну, конечно, с верховным жрецом тут сказал бы так, как и сам по себе экзамен, все-таки верховный жрец – это как и ученик, и учитель проходит. Вот почему нам говорят, отшельник, какие-то мудрые вопросы вам придется решать. Но очень часто это провластная карта, которая касается именно оформления документов, мои дорогие, или каких-то важных подписей, которые мы ставим, согласовываем.
говорят, да, что написано пером, то не вырубишь топором. Вот будьте внимательны и еще, и попутно к тем документам, которые вы подписываете, какие обязательства вы на себя берете. Хотя вот, знаете, тут как надо быть вам или искать человека, который на равных, и не торопиться делать выводы, потому что, ну, может быть такой экзамен на зрелость, хотя ведь для кого-то из вас это может и обратно быть знакомство с влиятельным человеком, тогда тоже не торопитесь. Не торопитесь, знаете, и мысли вот эти, что, ну вот, типа, я могу успокоиться. Конечно, это чаще больше девочек касается, мы так, женщины, устроены. Значит, тут есть еще некоторые темы, и если мы не будем куда-то спешить, или не будем пытаться, да, все расставить по местам, это в отношении новых людей, а больше, опять же, слушайте свою интуицию, наблюдайте, то с течением времени здесь нам по аркану Верховный Жрец Судьба может подарить даже окончательное какое-то решение конкретного человека, ведь иногда эта карта, мы говорим, как запись актов гражданского состояния, венчание там, ну или бракосочетание, да, но я не исключаю, может быть, у кого-то из вас и новое знакомство, и одновременно прежняя история, когда отношения уже явно не сложились, и взаимопонимание утрачено, у кого-то может совпадать, да, вот именно оформить то, что, ну, уже все, вот отношения завершены. А де юре еще где-то что-то сохраняется. Вот у кого-то может совпасть даже вот эти два момента, когда и нужно прежнюю историю завершать, опять же, аркан и иерофант, но есть уже и какой-то новый интерес. Жизнь, бывает, нас очень удивляет. Ну и последняя ситуация для тех, кто в сложных отношениях, самая сложная, якорь. И смотрите, соответствует девятке пик. По девятке пик я не могу сказать, что это желание какой-то аркан, у нас выпадает якорь. Тут, в принципе, не хочется мириться, тут, в принципе, не хочется торопиться куда-то. Или когда мы уже прошли уже какой-то этап повторения, оно вряд ли, да, возможно. Я могу предположить, что мы сейчас достанем дополнительные карты. Если мы о чувствах, о том, как вы настроены, вот вряд ли вы настроены бежать, сломя голову, с кем-то мириться, это факт. Вас будет устраивать все то, что есть. Или по аркану якорь, вам именно захочется больше конкретики, нежели красивых слов. Вы здесь будете прагматичны достаточно, и это правильно. Ну давайте, что нам подскажут карты для тех, кто в сложных отношениях? Ну, деньги выпадают, да? Может быть, вы будете так оценивать тоже человека, партнера, просчитывать, а может быть, анализировать какую-то прежнюю ситуацию, когда в вас человек был заинтересован. Вот здесь вот посчитать точно захочется. Может быть, посчитать даже необходимо по этой карте. Конечно, это могут свидетельствовать еще нам карты о том, что ситуация, которая связана с сложными отношениями, она еще одновременно имеет и финансовую основу, когда может проиграться как первый вариант. Мы не хотим ссориться, потому что есть интерес наш, и мы не хотим потерять что-то по части финансов. Ну, финансы тут можно быть недвижимость, да, любая, или имущество движимое и недвижимое, скорее где-то вот так. То есть выгода какая-то или какой-то определенный интерес есть. Мы не хотим менять. Ну, у кого-то точно так. Может быть, я тоже не хочу менять, потому что мне сейчас, я хочу решить финансовые вопросы, чем возвращаться в какое-то дежавю. Вот, кстати, я это не исключаю. Как будто якорь будет тогда свидетельствовать все то, что у меня сложилось на этот момент, все, баста, и больше другое мне абсолютно неинтересно. Точно неинтересно. Вот тут перекладывайте на себя, потому что тут могут быть разные варианты. По четверке кубков нам как будто предлагает судьба, да, возможность. Поэтому если в сложных отношениях примириться, точно возможность будет. Но насколько вы готовы, насколько это нужно вам. Вот где-то прагматизм, хотим мы того или нет. Ну, может быть, было много попыток до этого момента. Теперь мы понимаем, что как выгорел человек, да? Или когда мы уже
Не верим, например, такое тоже бывает. Что это такое? Мне хочется узнать, что нам хочет сказать четверка кубков, о чем. Все-таки по тузу мечей тут есть какое-то предложение. Я часто называю выход из лабиринта. Какой-то лабиринт может быть закончен. Причем тут действительно у вас сильная позиция, скорее всего, это вы будете решать окончательно, принимать или не принимать, например, да, предложение, продолжать какую-то историю или не продолжать, или наоборот обойти какие-то острые углы, потому что, ну, есть нерешенные вопросы в сложных отношениях. Тут сложные отношения будут вами видеться именно больше с позиции земных энергий, не чувств, не имеется в виду эмоции, скорее, я не ошиблась, не столько чувства, сколько именно эмоций. Ну, правда, эмоции что это? Эмоции приходят и уходят. А вот материальные вопросы или какие-то еще и зависимые ситуации по материальным вопросам, они остаются. Вот не хочется себя загонять в какой-то тупик, где-то вот нам об этом говорили. Но тогда решение будет за вами. Причем тогда будьте внимательны, вы можете кому-то сказать нет, и это может быть нет навсегда. Вы можете сказать «да», тогда и «да» будет уже надолго. А что это такое? Но судьба вам даст возможность примириться. Это точно какой-то шанс. Может быть, будет такое предложение, а может быть и не предложение. Это вот ситуация, которая будет касаться того, что, к примеру, может быть, вам интересен именно какой-то контакт. Вы бы хотели что-то продолжить или какой-то компромисс почетный совершить или заключить, да? И вот вроде как возможность есть, но вы можете быть в каких-то рамках и условиях, когда вам придется часть своих тем отложить на потом и переключиться на какое-то что-то совершенно новое. И вот насколько, наверное, в этом будет вот этот шанс, насколько вы будете к этому готовы, это и будет означать решение, может быть, и финансовых вопросов, а может быть, каких-то документальных, да, все-таки у нас туз мечей иногда и юриспруденция, но самое главное, лабиринт тогда закончится, понимаете, мои дорогие. Какой совет нам дадут карты для вас? У вас не случайно вся ситуация. Вот смотрите, не случайно, опять же, карта Верховный Жрец и 20-й старший аркан. Есть и темы, от которых мы должны выздороветь. Как завершить, чтобы больше не возвращаться к этому сюжету. Поэтому до конца года явные будут такие предпосылки в виде людей или сложившихся обстоятельств. Поэтому анализируйте, мои дорогие. И будьте готовы к тому, что, ну, наверное, эмоциями вам не получится жить. Это факт. С первой буквально карты нам говорят, и есть практика, критерий истины. И это относится к личной жизни в том числе. И карты нам тут недвусмысленно говорили, да, пусть это относилось к тем, кто один или одна, какой-то сольный вариант, но пусть мы находимся в любой ситуации, в паре или в каких-то сложных отношениях, один шаг, да, для того, чтобы оказаться снова один или одна. Поэтому вот такие вибрирующие энергии приносят вам важный выбор, который будет означать новая точка отсчета, мои дорогие. Но по Верховному Жрецу это правда может быть тот экзамен, который мы должны пройти. Потому что то, что последует дальше, это будет совершенно в новых энергиях. И те возможности, которые будут до конца года, они уже не повторятся никогда. Поэтому будьте внимательны к принятию решений. Что-то очень важное будет решаться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.